Всем привет! Наше путешествие в Териберку начинается именно здесь, в аэропорту Мурманска. Сюда мы добрались на самолете из Москвы. Дальше берем на прокат машину, на которой отправляемся сначала в Мурманск, а потом и в поселок Териберка. Мы отправляемся в путешествие на 3 дня, 2 из которых проведем в Териберке. Третий день у нас запасной. Время в пути 4 часа. Во все сезоны, кроме лета, выезжать самое позднее в 12, как раз к темноте успеете. Сюда ведет одна единственная дорога, которая бывает закрыта. Для того, чтобы сюда добраться, лучше всего арендовать машину. В солнечные дни, такие как этот, здесь очень много туристов, и поэтому сложно посмотреть какие-то достопримечательности. Перед поездкой мы мониторили состояние дороги на сайте дорог региона metro.ru. Говорящее название, правда? По пути связь иногда пропадает. У нас маршрут сбросился, но мы прекрасно доехали. Сворачивать почти некуда. Еще можно добраться в поселок автобусом с автовокзала Мурманска. Время в пути 2,5 часа. Он ходит пару раз в неделю. И с организованной группой на автобусах одним днем. Или на такси. Уже сама дорога живописна. Тайга сменяется тундрой, вокруг лунные кратеры и пустыни. Териберка – это маленький поселок на берегу Северного Ледовитого океана. С одной стороны он имеет выход к морю, а с другой стороны он окружен невысокими горами. В Териберке всего много. Летом тут много ягод и грибов, а зимой здесь очень много снега. Погода здесь ветреная и промозглая. Для жителей средней полосы от текущего прогноза можно смело отнимать 5-10 градусов. При минус 15 мы одевались так. Первый слой термобелье, второй слой флис, третий верхняя теплая одежда. Термоноски сразу 2 пары. Сначала тонкие мерино, а затем обычные термо. На шапку еще капюшон. Тогда будет тепло. Обязательно по 2 пары перчаток. Для защиты кожи от солнца мы использовали зимний крем от солнца и ветра. Жилье лучше бронировать заранее. Мы жили здесь. Де-факто поселка 2. Сама Териберка и Ладейная. Сейчас их именуют Старой и Новой Териберкой. Основные достопримечательности находятся в Старой, а к водопадам на пляж камней и артиллерийскую батарею ближе из Новой. Между ними легко прогуляться пешком, но путь только по автомобильной дороге.
посмотреть зимой в Териберке? Здесь стоит посмотреть Северный Ледовитый океан, водопады, пляжи. Обязательно дойти до кладбища кораблей, увидеть остовы, похожие на скелеты гигантских рыб, покачаться на качелях, посмотреть живую картину или сходить в гости к оленям и хаски. Любителям заброшек отправиться в старую школу или дома. Еще погулять по пляжу, поискать раковины и камни. В поселке 2 ресторана с видом на пляж и еще несколько разбросаны в округе. Самые недорогие блюда – похлебки и супы. Также можно купить у местных краба готового или сырого. Есть пекарни, пара магазинов, почта, аптека и даже отделение Сбера. Аптека работает только 2 часа в день. Мы нигде, кроме ресторанов, не были, так как купили все заранее в ленте в Мурманске. Из того, что пригодилось, все для чая: печенье, вода, заварка, сахар. На завтрак мюсли, овсяное молоко. И основная еда – рыба, овощи и гречка. С собой из дома советую взять коробок с солью и бутылочку масла. В самолет можно проносить и то, и другое. Что делать еще? Можно дойти до мыса и послушать северный ветер, по дороге мерить снег и бороться с пургой, постоять на пляже с гигантскими камнями и поверить в драконов.
центре Старой Териберки, в нескольких шагах от пляжа с качелями, есть ферма оленей. Здесь вас ждут добрые и ласковые хаски. Их можно бесконечно гладить и чесать за ухом. У каждой свой характер. Есть даже свой любитель перчаток. Его конуру легко узнать по разбросанному вокруг. Можно погладить северного оленя и даже угостить его ягелем, зарядиться позитивом и купить магнитик местного производства. Именно сейчас у Териберки переломный момент пути от закрытого рыбацкого городка в модный туристический центр. Новые красивые домики граничат с унылыми советскими полузаброшенными постройками и развалинами судов. Это все соседствует с суровой красотой севера. Сюда стоит приехать, чтобы испытать весь спектр эмоций, от горечи безысходности до восхищения мощью стихии. На обратном пути мы увидели красивых разноцветных птиц среди белой пустыни. А, нет, не птицы. Это сноукайтеры. Они катаются на сноуборде с парашютом. И заразились желанием показаться тоже. Да там даже дети есть, значит и мы сможем. Мы возвращаемся в Мурманск на день раньше вылета. Это запас времени для форс-мажора на метро. Посмотрим порт, прогуляемся по парку, дойдем до котика и обязательно вернемся снова. Ведь что можно посмотреть за один день в таком городе? Мы надеемся, что наше путешествие вам понравилось. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы уже готовим новые видео.